Теперь вау. Состояние UNC. $1 Америки, 57 год. Вот такое приобретение чисто для коллекции. Состояние вау. Ну, здесь что осматривать? Все видели доллары. Я думаю, рассказывать, что о ней можно рассказывать. То, что это $1 серебром, это серебряный сертификат. Буквально недавно, несколько, может, недель, может, месяц назад я начал собирать доллары США. Не все подряд, плюс-минус редкие, и стараюсь в хорошем состоянии. Это именно в хорошем состоянии. Кто смотрел предыдущее видео, Ирландия, паунды, фунты, посмотрю, год 79-й, думаю, что нет. У меня эти паунды я просто собираю, это жесткая инвестиция. Эти банкноты дорожают постоянно. То есть еще не было ни одного раза, чтобы я в последующий раз купил дешевле, чем предыдущий. Еще $1 серебром, тоже 57 год. Состояние, как вы видите, уже немножко похуже. Но, тем не менее, здесь 57 Б. У нас предыдущая была 57 А. Разные серии одного и того же года. Ну, посмотрим. Я посмотрю насчет этой. Держать их все. Вы знаете, надо будет мне еще изучить этот вопрос насчет доллара в Америке до 60-го года. Это серебряные золотые сертификаты. Возможно, все-таки эти банкноты получат статус не просто коллекционных у меня, в моих глазах, а скорее всего они получат статус плюс инвестиционные. Потому что, я только начал мониторить рынок, и я уже увидел, что купить эти доллары за вменяемые деньги очень сложно, на них охотятся. Марокко, если я не ошибаюсь, 10 динар, дирхам, Банк Аль-Магриб. Наверное, Марокко, не Тунис, наверное, Марокко. Состояние хорошее. Марокко, я не уверен, что я эту банкноту буду оставлять. Возможно, она пойдет в продажу. Я знаю, что на нее есть спрос. Марокко я собираю. До этого был обзор. Я вам показывал франки. Французские франки. Французская Марокко колонии. Вот те я собираю, да, действительно. 100 крон. Банкнота в таком уставшем состоянии, скажем честно. Но она востребована на рынке, и если я ее взял, значит я ее взял за какие-то копейки, и мы ее продадим. Что это за банкнота, я вам вообще не скажу, просто-напросто не помню. 500 суданских динар. Банк оф Судан. Это у нас Судан. Какого года, я не знаю. Честно говоря, я просто получаю достаточно большое количество банкнот, честно вам скажу, и я не все могу запомнить. Но этой банкноты в коллекции у меня точно нет. Состояние у нее уставшее. Поэтому нужно будет разобраться, если эта банкнота имеет инвестиционный интерес, ее можно оставлять даже в таком состоянии. Банкнота Кипра. То, о чем я вам говорил, когда мы рассматривали, по-моему, в предыдущих видео 10 лир кипрских. Это банкноты из серии «Дорожаем постоянно». 79 год, даже в таком состоянии. Нужно будет посмотреть, если у меня есть 79 год. Если нет, она однозначно уйдет в коллекцию, даже в таком состоянии. Потому что я не устану повторять, я просто вот запомнил, что я начинал покупать эти банкноты по доллару. Не было в них там ни у кого ни большого интереса. Сейчас зайдите на eBay, посмотрите. 15-18 долларов там, в общем, кто на что гораст. Пакистан. Относительно, это не редкая банкнота, но относительно, скажем, банкнота, которая не очень часто попадается в хорошем состоянии. Это состояние такое себе. Кто коллекционирует Пакистан, пожалуйста, вот. Потому что из этой серии, которую я видел, я банкноты, именно из этой серии, они все убитые были. Эту мы будем продавать.
еще по цене определимся. И снова Кипр, 81 год. Состояние очень хорошее. Да, есть грязь небольшая, но банкнота сама по себе криспи. Нету такого износа карманного. 81 год, не помню, если у меня. Но я их все собираю, и все представляют инвестиционный интерес. С недавних пор начал интересоваться Кубой. Вот именно этот период, 70-е годы, 60-е, 54-й, по-моему. Почему начал интересоваться? Ну, все достаточно банально. Вот такую банкноту я покупал в Украине за, по-моему, 40 гривен. Давайте в долларах будем говорить. Да, я ее покупал там меньше доллара, потом доллар, 2, 3, 4. А сейчас я зашел на eBay. Ну, цены уже просто какие-то там. 3 банкноты я видел кубинских с этой серии. 15 паундов английских, потом там 8 было фунтов вообще убитые. В общем, творится что-то непонятное. Я не могу понять, то ли спрос на них так вырос, то ли предложение упало. Спрос остался тот же, но нет просто никакого предложения. Поэтому я начинаю очень пристально смотреть в сторону Кубы с точки зрения коллекционирования и инвестиций. Потому что ну, такой резкий рост, его нужно просто ловить. Ловить в каком смысле? Будем обозревать банкноты Кубы, я вам расскажу, что я имею в виду, как ловить инвестиционный интерес. Спойлер сейчас скажу вам сразу. Если оно что-то растет и уже цена высокая, его не нужно покупать, это однозначно. Не нужно сейчас бежать на eBay, искать Кубу и покупать ее по 10 долларов. И закончим обзор с Украины. Мне тоже пришло 100 рублей. Почему я их купил? Потому что цена была хорошая, банкнота не раритетная, банкнота очень распространенная, 100 рублей 10 год, 1910. Взял только из-за состояния. Кто сталкивался с этими банкнотами, вы знаете, что они и грызенные, и обдертые, и пожеванные, и отрезанные некоторые из-за того, что они слишком большие. А в этой, видите, как-то все очень-очень даже прилично. У меня в коллекции нет, говорю сразу, я не коллекционирую. Есть вот эти огромные деньги, 100 рублей, 500 рублей, только из-за того, что мне вообще неудобно их куда-то складывать. И, естественно, из-за низкой раритетности. То есть у этих банкнот индекс раритетности очень низкий. Но, тем не менее, есть люди, которые интересуются этим периодом и коллекционируют эти банкноты. На этом все. Я с вами прощаюсь. Не знаю, выйдет это видео одним куском или нет. Возможно, я его разделю, потому что было очень длинное. Огромная просьба: подписывайтесь на канал, комментируйте. Я отвечаю на все комментарии. Если вы есть в соцсетях, распространяйте мое видео. Я буду вам очень признателен. Все, с вами был канал Банкноты и Монеты.